Встречаем в Жулянах лучшую четверку СНГ. Вот ты сегодня приехал в NAVI, делись впечатлениями. Могу сказать, что я чувствую какой-то определенный, можно даже сказать, дискомфорт, но не в негативном оттенке, просто дискомфорт, потому что для меня это все дико странно и дико необычно. Я помню, когда я первый раз, когда мы с ребятами собрались на буткемпе Virtus.pro, я помню, я чувствовал примерно то же самое, потому что абсолютно люди не знакомы мне, да, мы пересекаемся на турнирах, мы общаемся, но вот так вот, чтобы мы в команде, мы находимся в одном месте, мы идем кушать, и я чувствую, что для меня так дико и странно, и я чувствую, пока... Мне сложно сказать, что я чувствую какой-то кайф, но это дико дискомфортно. Вот я чувствую, что вот прям вот мне сложно... Нет, я не могу сказать, что вот я хотел сказать, что не могу сказать, что это мое или не мое, но я просто чувствую, что как-то все по-другому. Это супер непривычно. Вот. Конечно, когда ты привыкаешь. Да, 1,5 года общался с одними ребятами постоянно везде, ты чувствуешь какая-то атмосфера, то есть людей, они передают своим существованием определенное настроение, а здесь ты приходишь и ты не понимаешь, как, что, куда. 2 дня назад, когда мы с тобой общались, я задала тебе вопрос, как тебе атмосфера в команде, и ты говорил, что, еще не совсем в своей тарелке себя чувствуешь. Вот прошло уже даже 3 дня, что-нибудь поменялось уже в лучшую сторону? Я думаю, да, потому что, по-другому себя чувствую уже, и место чуть более родное, и и знакомые локации, привыкаешь к голосам, к лицам, к обстановке, к атмосфере, и понятное дело, что все по-другому. То, что было 2 дня назад, это, я думаю, норма, когда ты приходишь абсолютно на новое место, общаешься с новыми людьми, и ты чувствуешь, что что-то не так в твоей жизни, что ты привык к одному, и тут резко все поменялось. Поэтому сейчас, я думаю, мне это уже гораздо ближе, и все круто, все здорово, я чувствую спокойствие. А как вообще происходил ваш первый скайп-колл? Как это происходило? Кто вас собрал и какие были первые слова? Сперва я пообщался с Игорем, с менеджером нашего состава, потом я пообщался с Женей. В общем-то, мы определились, что я играю с ребятами в команде, и мы собрались как раз, я был на буткемпе Virtus.pro, за спиной сидел Рома и Вова, и мы решили пообщаться с ребятами в TeamSpeak, и потом как раз в этот же день я с буткемпа играл тренировки. То есть, как это было? Ничего, просто зашли в TeamSpeak, привет, ребята, давайте играть доту. То есть это было супер. Для меня это настолько странная ситуация, то есть у тебя за спиной сидят твои бывшие тиммейты, и ты тут уже в TeamSpeak с другими ребятами. Да. Это был не самый, наверное, красивый поступок с моей стороны. В итоге меня еще и выгнали оттуда, не суть. Подожди, выгнали. Нет, что значит выгнали? Как это? Да никак, Рома просто аккуратно попросил меня, Рамзес аккуратно уйти, потому что это немножко странно, что я сижу на буткемпе Virtus.pro, играю составом NAVI. Он просто аккуратно попросил уехать. Отчасти я согласен, что это не очень красиво, но так получилось, что вы меня вы убрали из команды, и понятное дело, что я не могу просто в 12 часов ночи, когда я это узнал, просто взять и уехать, учитывая то, что я живу в Подмосковье, а мы в Москве находимся. Поэтому я остался, плюс я попросил разрешения у менеджера, у Ромы, у Димы, нашего Virtus.pro, могу ли я остаться, побыть немножко, мне дали согласие. И так получилось, что мы прямо в следующий день начали тренироваться с ребятами. Ничего необычного, просто начали играть вместе, и все. Не было ли напряжения между вами, между этим составом? Просто я к тому, что, возможно, некоторые игроки могли затаить обиду на какие-то прошлые твои твиты, потому что даже я в какой-то момент, ты помнишь, тебе даже в Твиттере отписывала, потому что меня как болельщицу задевало. Было ли между вами что-то такое? Да нет, мы же на все турниры, когда ездим, мы пересекаемся, общаемся. Понятное дело, что все знают, что все, что в Твиттере происходит, это остается в Твиттере, то есть это очень мало
скажем так, схожести с тем, что происходит в реальной жизни, это раз. А два, отчасти Twitter, ну, я бы не сказал, что я там ребят оскорбляю, я обычно, типа, ну, нас, как бы, я высмеивал отношение аудитории к тегу, высмеивал какие-то другие вещи, но не то, чтобы я там конкретно кого-то обижал или гнобил или еще что-то. Ну ты же понимаешь, что вот этих людей, которых ты высмеивал, тебе вот теперь с ними работать предстоит. Нет, я же говорю, я не их высмеивал, я аудиторию и ее отношение Правильно, к я тегу. говорю про аудиторию. Ты про это? Да. Болельщики Нави, некоторые, это не все, где-то затаили обиду, и как-то это нужно, знаешь, наверное, исправлять, реанимировать. Что ты думаешь на этот счет вообще? Ничего не думаю. Будь как будет. Это, ну, личный выбор каждого. Но из того, что я понял, судя по всей моей работе с аудиторией, которую я делаю сам, вот, что не обязательно что-то делать, чтобы тебя ненавидели. То есть ты можешь даже говорить, быть умничкой и добрым человеком и хорошо относиться ко всем и каждому, но всегда найдутся люди, которые будут тебя искренне ненавидеть ни за что. Поэтому чем больше людей знает о твоем существовании, тем больше у тебя хейтеров. Что бы ты ни делал, писал бы ты в Твиттере там хорошо про Нави или плохо про Нави. Пойдем, я тебе покажу нашу оружейную, армори она называется. Ну, пойдем. Видел? Нет. Ну, тогда тебе будет интересно. Это наша самая главная такая сакральная комната. Так. Здесь у нас все самое красивое, все самое сокровенное. Здесь весь мерч, одежда, Девайсы. мышки, клавиатуры, все, что хочешь. Здесь даже есть и блокноты, здесь пеналы есть. Тебе нужен школьный пенал? Я думаю, пока нет. Пока не пригодится. Вот, так что тут кресло, ну, в общем. браслетики? А? Браслетики есть? Браслетики есть, я тебе подарю. Yeah. Ты в своем интервью для Яны из чемпионата сказал такую фразу, что, я точно не помню, как она звучит, но что ты будешь писать что-то в адрес своих тиммейтов. Я не знаю, я подумаю. Ну, бывших тиммейтов ты Да, имеешь в виду? бывших тиммейтов. Да не знаю, я чувствую, что после этой ситуации я очень сильно вырос как человек, как личность, то есть я где-то у себя в голове, я чувствую, как я сильно повзрослел, потому что я чувствую, как меняются мои реакции на какие-то ситуации в жизни, то есть, допустим, полтора года назад, когда меня выгнали из команды, я чувствовал, типа, как это меня убило, просто очень сильно убило. И как я сильно переживал. А сейчас я понимаю, что я стал взрослее, я по-другому реагирую, и, соответственно, я могу сделать определенные выводы. Поэтому посмотрим, как будет, но если у них будет все совсем плохо, и это будет хорошо заходить, и плюс у меня будет такое право, если у нас будет все хорошо, у них будет плохо, то почему бы и нет? Почему бы не написать, что, ребята, как там у вас дела? Как там топ-16 мажор? Поменяли на 4 лучше. Ну, то есть, я думаю, если это будет уместно, почему бы и нет? Уже было много разговоров по поводу твоего образа. У меня есть свое мнение на этот счет. Не считаешь ли ты, что этот образ, который ты себе там строил в течение года, потому что ты не сразу, когда попал в Virtus.pro, не сразу начал быть таким агрессивным парнем, не считаешь ли ты, что он тебе не подходит? Ну да, я не был агрессивный, был в тени Артема, ФНГшки. Привет Артему, который везде на все интервью, на все идет такой, я Артемка. Ладно, не суть. Не то чтобы не подходит, но первое время, возможно, где-то я перегибал в силу своей юности и детского максимализма, как ты выразилась пару часов назад. В машине ехали, да, обсуждали. Вот, возможно, да, я где-то перегибал, и это немножко не соответствовало, немножко не соответствовало действительности, и я согласен с тобой, но со временем, понятное дело, что все люди взрослеют, я тоже взрослею, и как бы я понимаю, где эта грань, и пытаюсь, немножко меняться. Поэтому те люди, которые за мной следят, они видят, что я развиваюсь и меняю свое отношение к аудитории, к себе и все такое. Ты знаешь, твои болельщики, может, и видят, но те, кого ты когда-то там обидел... Это? Да. Ну, скажем так, сейчас я стараюсь быть максимально открытым и честным по отношению к себе, в первую очередь, это понятное дело, и по отношению ко всем людям, которые знают о моем существовании. То есть я не пытаюсь строить из себя то, чем я не являюсь. То есть мой образ, его по сути нет. Возможно, я там при личном разговоре немножко другой, или там по отношению к маме, к родителям, там, к девушке или там с друзьями я другой. Но это одно из
проявление меня. Вот то, что я сейчас с тобой разговариваю и на камеру, поэтому основная идея в том, что да, я просто честен и искренен, и я могу открыто говорить то, что думаю в конкретный момент. Ну, когда ты писал эти твиты, это ж было не совсем искренне. Почему, например, конкретно? Это же было напускное немного. Про СНГ команды, что там, ты смотришь квалификации, все так играют плохо. Всегда же можно информацию подать по-разному. Да, это было немного, знаешь, напускное, чтобы просто позабавлять публику. Я не думаю, что на самом деле ты прям так, знаешь, плюешься каким-то ядом. Понятное дело, Твиттер для этого и создан, люди подписываются ради этого, по сути. Поэтому, понятное дело, что есть информация, что все плохо играют, но это мнение можно оставить при себе. А можно написать, да, вы вообще, что делаете, вы вообще в доту играете или что? Да. То есть ты считаешь, это как бы образ? Я считаю, это подача. Я считаю, что это неправильно выбранный образ. Как я тебе сегодня сказала в машине, чтобы строить образ засранца, нужно либо быть засранцем, либо быть хорошим актером. Не знаю, я, помимо всего прочего, то, что я сказал до этого, я, помимо моей честности и искренности, я довольно человек настроения, поэтому иногда у меня есть настроение кому-то поджечь жопу, грубо. Поэтому, да, бывает настроение, когда ты можешь, NAVI молодцы выиграли турик, это было искренне, когда я там писал. А не воспринималось так? Я знаю, не важно, я просто написал чисто, потому что я рад, молодцы, там классно сыграли, отобрались на мажор или что, я не помню, что там было, и, просто, и мне не важно, как это воспримется, я просто это, из себя. А иногда бывает настроение, кому-то хочется, удачно заезжать шуткой, можно нормально, зарофлить и, посмеяться. Сам пошутил, сам посмеялся и нормально. NAVI такая образ у него, знаешь, всегда дружественная организация, потому что мы всегда стараемся поддерживать оппонентов. Происходит небольшое соответствие. Да, тут уже, знаешь, такой небольшой конфликт интересов. Прежний образ Лила и образ NAVI в целом. Общались ли вы, например, с Женей Золотаревым или с SEO, или с Кафом, или, может быть, с игроками? Мы еще не общались, но у нас в планах пообщаться и подумать, как это все выстроить правильно. Но, опять же, я не могу назвать себя позитивным персонажем, то, что я тебе говорил, или негативным персонажем. Но при этом я не считаю себя серым и неинтересным. Я довольно живой человек. В отличие, и существует, не знаю, это тупая формулировка, но есть много про игроков, которые, вообще неинтересны. То есть они играют и играют. Если они перестанут играть, о них забудут. Те, которые, в принципе, не гоняются за медийкой. Даже, понимаешь, дело не в медийке. Есть там тот же Miracle, например, он не гоняется за медийкой, но при этом, Miracle все знают, потому что он просто хорошо играет. И если он перестанет плохо, если он уйдет даже, его тоже будут помнить. То есть существуют исключения. Да, я не знаю, я просто такой, какой я есть. Что тебя сподвигло покраситься? Покраситься? На самом деле, я ответ на этот вопрос готовил несколько дней. Я подозревал, что ты меня это спросишь. В моей голове ответ на этот вопрос звучал таким образом, что в последнее время так получилось, что моя жизнь кардинально поменялась. Это в связи с какими-то личными вещами, в связи с командой, сменой команды и вообще по поводу моего мироощущения и миропонимания. И очень все сильно изменилось, и все, огромное количество вещей, которые до этого момента казались мне супер важными или имели какой-то вес, они просто в один момент, все рухнуло, все мои иллюзии, как воздушные корабли. Поэтому я очень сильно изменился, и я решил что-то изменить в себе. Изменилось огромное количество внешних факторов, я решил изменить что-то в себе, чтобы это как напоминание о том, что я совсем другой человек, что я должен по-другому себя вести, по-другому смотреть на вещи, что я другой. И поэтому каждый раз, когда я подхожу к зеркалу, я вижу, что я не тот человек, которым был месяц назад. Наверное, это основное. Какой ты стал человек теперь? Какой? Не знаю, более взрослый, более готов к разным ситуациям в жизни. Наверное, это. Ребята, красьте волосы в желтый, тогда вы станете зрелыми, готовыми к разным Ладно, ситуациям. а если серьезно, то это все просто у меня просто NAVI головного мозга, поэтому. Тебе не кажется, что иногда... Блин, а что ты пытаешься меня на свою сторону темную? Тебе не кажется? Ты уже четвертый раз. А тебе не кажется? прости, знаешь, мне же ник ветру, ветру. И Я, наверное, себя потихоньку даже сама не контролирую, так перетаскиваю. Так что сорямба.
Ну, ребят, простите там, если что. Ладно, тогда вопросы, буквально несколько вопросов и закончим, потому что мы еще хотим пообщаться после буткемпа, и там еще впереди куча турниров, а у ребят сейчас тренировка. Расскажи немного, вообще вкратце, о первых впечатлениях от совместных кланваров, что там вообще происходило и как это все происходило, потому что всем очень интересно. Да ничего, полный хаос в плане всего. У нас пока нет ярко выраженного внутриигрового лидера. Возможно, со временем стану им я, потому что у кого есть предпосылки к этому, так это у Дани, но у Дани такая роль, что ему очень тяжело будет быть капитаном и ингейм-лидером, поэтому, скорее всего, придется мне даже и поменять роль для этого. Вот, ну, посмотрим, как это будет происходить. А так, понятное дело, тяжело, что... первое ощущение, как будто вот люди, как будто ребята, они вообще до этого вместе не играли. Ты приходишь такой и не понимаешь, а как вы же как бы играли уже столько времени, а как-то по ощущениям, в общем-то, и не похоже. Потому что Акбар это чуть, это основной координатор. Да, я понимаю. Тяжело просто. Для всего нужно время. Мы, допустим, с командой Virtus.pro мы приехали на буткемп первый раз, когда мы встретились на буткемпе, и мы просто 1,5 месяца безвозно сидели, играли тренировки, и первый месяц это был супер, тяжелый период, где мы вообще все игры проигрывали, у нас был винрейт 10%, и у нас не было никакой стратегии, у нас все люди ругались друг с другом, потому что мы не понимали друг друга, и только на дистанции 2 месяца у нас хоть немножко начало получаться. И поэтому в этом нет ничего удивительного. Да, это естественный процесс вещей. Вот, поэтому здесь ничего такого нет, поэтому я думаю, у нас все будет хорошо, потому что у нас люди, они горят этим, то есть немножко отличается ситуация, я думаю, у нас все будет хорошо, нам просто нужно, я всегда, допустим, совсем недавно делал вывод, что есть такие вот моменты переломные, когда ты играешь, и, допустим, ты в 1 секунду можешь осознать какую-то вещь, которая просто изменит все. Допустим, ты играешь, ты понимаешь, так, мы должны, чтобы допустим, этот человек сидел на пике. И все, у тебя все меняется. И ты играешь, думаешь, так, я должен играть, например, на 5. И все. И от этого, меняется все. И ты, со временем выстраиваешь, становишься на верный путь, скажем так, к успеху. Дай бог, что так получилось все. Еще раз, вот последний вопросик и все. Твои первые впечатления от LeBron? Потому что я с ним так пересеклась буквально на минутку, даже меньше. Он такой, хорошее впечатление оставляет. Как у тебя? Вот, первый раз увиделись, вообще мы первый раз человека видим. Я его видел на Весге. Какие у меня будут впечатления? Сложно, я же говорю, на фоне того, что я чувствую просто дикий дискомфорт от того, что у меня все мои картинки в жизни, они вообще поменялись очень сильно, и поэтому мне сложно дать какую-то оценку конкретно одному изменению. Он понимает 60-80% того, что мы говорим. Сам он говорит не очень хорошо по-русски, но при этом, он, из того, что я понял, он будет учить. Вот, он может, некоторые вещи, он может по-русски объяснить медленно, некоторые он может быстро, а некоторые ему очень комфортнее на английском. Поэтому существует, небольшой языковой барьер, но, он несущественен. Плюс мы, когда выбирали последнего игрока, у нас всегда был, чтобы мы не выбрали, у нас существовал определенный риск, что этот человек может не заиграть, а этот человек может быть там еще что-то. И поэтому самый такой оптимальный это был LeBron, потому что он создавал определенное настроение, определенную атмосферу, в которой хотелось играть. Ребята, у нас есть такая потрясающая футболка от NAVI, и мы хотим ее разыграть. Все, что нужно сделать, это подписаться на Instagram Лила и быть очень креативным. Представляем, что Лил запускает свою линию одежды, и для нее нужно придумать оригинальный слоган. Так вот, в Инстаграме под этим видео оставляйте свой оригинальный слоган, и самый лучший победит. И мы подарим тебе вот такую футболку с автографом Лила, а также всей команды. Так что давай, эй! Ой, ребята, дай бог, чтобы все получилось. Я держу все кулаки, какие можно. Мы постараемся, но это будет очень сложно. Плюс у нас, как я постоянно говорю, очень короткая дистанция. То есть у нас уже завтра мы собрались, совсем немножко поиграли. Мы еще даже не поняли, кто у нас пикает, кто у нас координирует, кто у нас что. И у нас завтра уже квалификации на мажор.
а через 10 дней у нас мажор, а потом еще один мажор, и ты такой... Потом еще минор, потом еще Да. Джакарта. Все, что не делает, вот... Все, что не убивает, делает нас сильнее, да. Я надеюсь, что вас это сделает сильнее. Ребята, вы тоже запаститесь терпением. Мы все понимаем, какая сейчас ситуация. Надеюсь, что надирать будем всем. Вот, кулачок тебе. Давай, удачи. Спасибо. И вам удачи. Спасибо, что смотрели, и любовь вам посылаем. Вот так.